Всем привет! Nintendo 64 не перестает меня удивлять. На эту консоль вышел первый 3D-платформер Mario 64, Legend of Zelda Ocarina времени, который является одной из лучших частей серии, Resident Evil 2, который не иначе как при помощи черной магии смог поместиться на картридже, и много других крутых игр. Но речь пойдет о StarCraft 64. Эх, могли же раньше Blizzard делать игры? Конкурентом Nintendo 64 была PlayStation, на которой, как многие знают, был второй Warcraft, который продавался немалыми тиражами. При этом StarCraft был поновее, и есть мнение, что Nintendo выпустили эту игру, надеясь получить преимущество в консольных войнах. Но это не точно, но совершенно точно, что в Blizzard не понравилось, каким вышел порт, и картриджи с игрой продавались всего несколько недель. Ладно, хватит всего этого, давайте к игре. Релиз состоялся 16 июня 2000 года. Игра является портом версии для ПК со всеми дополнениями, но с рядом изменений в интерфейсе и управлении. Управление оптимизировано под геймпад Nintendo 64, разрешение в игре уменьшено, но на телеке это не критично. Удалены видеовставки, кроме обрезанной начальной. Убрали озвучку брифингов перед миссиями и немного подвергли цензуре текст. В остальном же это все тот же первый StarCraft, с которым у меня связано так много воспоминаний. Первое, на что хочу обратить внимание – управление. С геймпада оно достаточно удобное, для меня удобнее, чем у Warcraft 2 на PlayStation. Можно быстро выбирать ближайших юнитов и моментально переходить к меню построек или улучшений. Миссии все те же самые, что и на компе, не считая одной дополнительной обучающей миссии, но на Nintendo она не лишняя. Интеллект врагов тоже никак не изменился. Ко всему прочему, в StarCraft 64 прикрутили совместную игру через разделенный экран, что позволяло двум игрокам управлять одной базой в игре против компьютера или биться друг с другом. А вот возможности поиграть по сети не было, и можно было бы сказать, что это идеальная консольная стратегия, но это не так. У игры есть проблема с просадками FPS, причем они начинаются тут же, как только крупная армия появится на карте. Несмотря на урезание интерфейса, озвучки и разрешения, игру все же не смогли оптимизировать до идеального состояния. Я не замерял, но просадки по ощущениям доходят кадров до 10. Пройти комфортно последние миссии вряд ли удастся. Но тем не менее, я очень рад, что такая версия игры существует. Вот немного сравнительных видео с ПК-версией. Обязательно посмотрите другие видео на канале, а подписка послужит стимулом для создания нового интересного контента. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. А с вами был Виталий, канал Nerivar Superstar. Всем пока! Отлично. Отлично.